Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анисия, и сегодня я наконец расскажу вам о невероятном американском бренде крафтовой парфюмерии, наверное, об одном из самых роскошных и награждаемых из натуральных парфюмерных марок. Это The House of Matriarch. Этот парфюмерный дом основан очаровательной Кристи Мишель, которая создает все ароматы и также является креативным директором этой марки. Девиз этой парфюмерной марки «We believe in magic». Мы верим в волшебство, верим в способность аромата связывать нас с прошлым, глубже погружаться в настоящее и помогать нам в написании будущего. У этой парфюмерной марки вообще очень интересная идеология и символика. На дне каждого флакона, видите, есть особенная голограмма, которая у каждого флакона отличается, и создательница марки называет ее The Beauty Mark, родинка. Эта голограмма отображает соотношение и положение небесных тел на небе в момент разлива ароматов в флаконы. Таким образом, каждая голограмма минимально отличается от других, так же как и содержимое флакона, потому что в каждый отдельный момент то, что окружает этот аромат, отличается, соответственно, энергетика этого аромата также будет отличаться. В большом флаконе у меня аромат орка. Это очень необычная ситуация, когда в одном флаконе сочетаются компоненты, которые бесконечно путают в русском языке. Это амбра и амбра, то есть амбровый смолистый аккорд и настоящая китовая амбра. Возможно, вы знаете, что орка на латыни означает «касатка», и этот аромат рекомендуется автором для холодного времени года. Этот аромат сладкий, смолистый, насыщенный и очень стойкий. В моем воображении это аромат-иллюстрация к сказкам «Тысячи и одной ночи», и мне почему-то кажется, что лучше всего он подходит к историям о Синдбаде-мореходе, и это аромат Шахерезады, которая рассказывала царю эти сказки. То есть это одновременно аромат «Тысячи и одной ночи», морских путешествий и загадочных сказок. Скорее всего, орка понравится вам, если вы любите восточные композиции, например, композиции Сержа Лютенса, такие как Араби, Шерги. Мне кажется, между Шерги и орка даже есть некоторое сходство. И в том, и в другом аромате присутствует сладковатая медовая нота, и в орка мне также мерещатся ноты сухофруктов и табака, которые есть в аромате Шерги, хотя они не указаны в пирамиде, и действительно у них общее настроение, хотя звучат они все-таки очень по-разному. Именно эта медовая нота в орка и воспринимается как сладость на фоне общего морского настроения аромата и смолистого. И мне кажется, именно эта сладость придает ему чувственности. То есть это не просто мрачный мистический аромат, а он в то же время очень чувственный. И мне кажется, что лучше всего он подчеркивает чувственность именно женскую. Это определенно теплый аромат, местами даже горячий, как песок пустыни в сказках. И мне в нем все-таки, как я уже сказала, мерещится ноты сухофруктов, трубочного табака. Я подозреваю, что это фокусы смол, особенно лабданума, медовой ноты, может быть воска и ванили. Давайте теперь перейдем к пробникам. Внутри книжечки с каждым пробником можно найти ссылку на специально подобранный для ароматов The House of Matriarch плейлист группы The Flavor Blue. И Кристи Мишель любезно позволила мне поделиться с вами этим плейлистом, поэтому ссылку на него я оставлю внизу. Если вы хотите проникнуться ощущением этих ароматов, возможно, эта музыка вас вдохновит. Но лично мое впечатление от этих ароматов очень сильно отличается от этих музыкальных композиций. И пробники сделаны из такого же синего стекла, как и большой флакон. Давайте начнем с аромата Альбатрос, потому что он морской, как и предыдущий, но совсем по-другому морской.
него все-таки есть что-то общее, я бы сказала, неуловимое с ароматом орка, но он очень отличается по настроению, потому что у него древесная база, а не смолистая. В нем яркий цитрус, хотя он и не кислый, и не дает особого характера цитрусового аромату. Этот аромат очень соленый, насыщенный и холодный. Для меня это аромат холодного моря, северного, и у меня он ассоциируется с моей прошлогодней майской поездкой в Клайпеду. В тот день было настолько холодно, что мне пришлось одеть теплое осеннее пальто, и мне даже не удалось помочить ножки в море, настолько оно было холодным. Вот как раз с тем холодным и суровым северным ветром Балтийского моря у меня ассоциируется этот аромат. Правда, спустя час на бумаге, а на коже и то быстрее. Как обычно, этот аромат становится гораздо более теплым. И вдыхая его, я уже могу представить что-то типа Тихого океана, может быть, какие-то тропические острова и пустынный пляж. Безусловно, есть в нем и что-то лесное. Древесная нота очень ярко выражена, и это дает аромату дополнительный объем. А если воспринимать этот аромат совершенно не углубляясь, то я бы сказала, что это классический свежий унисекс, очень необычный для натуральной парфюмерии, который, впрочем, больше похож, наверное, на мужской аромат. У него очень хорошая стойкость и шлейф, и в целом я бы сказала, что это аромат, который, скорее всего, понравится большинству мужчин. Следующий аромат называется Sex Magic. Он состоит из огромного количества разнообразных экстрактов драгоценных древесин, в том числе из целых 13 разновидностей кедра. Это указано на карточке, и мне кажется, что именно кедр и доминирует в этом аромате. Здесь есть и уд, и сандал, и что-то ярко-кожаное, и пудровое. Мне кажется, я видела в пирамиде этого аромата фиалку, и, по-моему, спустя 10-15 минут она здесь очень явно ощущается. Причем не темная и не тяжелая, а именно в самом свежем и натуралистичном виде. Также здесь есть очень приятные, свежие, росистые, зеленые яркие ноты. Этот аромат очень чувственный. Для меня это запах прекрасной египетской жрицы, которая может соблазнить практически любого всего одним лишь взглядом. Это чувственный и сексуальный аромат, в котором нет грязной, плотской стороны. Он глубокий и очень красивый, но совершенно не развратный. Следующий аромат называется Black Number One. Раньше он продавался под именем Blackbird, и это аромат, получивший множество разнообразных наград, в том числе приз International Artisan Fragrance Awards как самый сексуальный мужской аромат. В карточке написано, что он состоит из нескольких сотен натуральных эссенций. В старте он немного похож на предыдущий, но в нем нет цветочной ноты, и он намного более сладкий и прохладный. В этом аромате очень-очень красивая и выразительная хвойная нота на фоне древесины и кожи. И также, по-моему, здесь очень яркая нота зеленых, свежих, растертых листьев. Вероятно, это аромат натурального экстракта конопли, который входит в пирамиду. Несмотря на ощутимое, и я бы сказала, немаленькое количество уда в этом аромате, кстати, как и в предыдущем, я бы не сказала, что его можно назвать ароматом в арабском стиле, хотя Sex Magic очень даже можно. Он очень глубокий, и если Sex Magic я представляю магическим, то этот аромат скорее лесной. И Sex Magic, и Black Number One определенно унисексовые ароматы, но для меня Sex Magic скорее воплощает женскую сторону чувственности, а Black Number One более мужественно.
Следующий аромат называется Триллиум, и он повествует о волшебной чайной вечеринке. Этот аромат называется в честь очень необычного цветка триллиума, о котором я раньше никогда не слышала, и он так называется потому, что все его части тройные. Этот аромат самый легкий и свежий среди всех этих ароматов House of Matriarch, и если честно, я даже не представляла, что такую свежесть можно создать средствами натуральной парфюмерии. Но у этого есть и обратная сторона медали. К сожалению, он очень нестойкий, но этого и стоило ожидать при таком уровне свежести. Он пахнет несладким медом, пыльцой и одуванчиками. И я почему-то представляю этот аромат в светло-сиреневом цвете. Для меня это аромат волшебной лесной поляны, сказочной лужайки, на которой цветут колокольчики, покрытые росой, и какие-то волшебные цветы, которых не существует на самом деле. Это аромат волшебных ягод, волшебного папоротника, пчелок, бабочек и солнечных лучей на каплях росы. Но при этом я бы не назвала его ярким и искрящимся, скорее этот аромат — это легкий туман на этой поляне. Следующий аромат называется Coco Blanc, и он был создан специально для ярмарки крафтового шоколада и крафтовой парфюмерии в Санта-Монике в 2012 году. Но, как видите, он всем так полюбился, что занял свое почетное место в постоянной коллекции The House of Matriarch. Это аромат о белом шоколаде с ванильными и сливочными нотами, и я бы сказала, что это парфюмерное воплощение конфет Рафаэлло. В нем очень яркие древесные ноты, но в этом контексте и в сочетании с молочной сливочностью я их воспринимаю как ореховые и кокосовые. Этот аромат достаточно пряный и сладкий, и я легко улавливаю здесь специево-молочную нотку масала чая, указанную в пирамиде. Мне кажется, это редкий случай настоящего кондитерского аромата в натуральной парфюмерии, и, по-моему, он очень-очень удачный. Он сидит достаточно близко к коже, но именно это, кстати, и делает его сексуальным, и этот аромат очень нравится мужчинам. Следующий аромат называется Devotion, посвящение, преданность, и это аромат про ладан и мирру. Он одновременно очень мрачный, смолистый и светлый, зеленый. Вдыхая этот аромат, я представляю древний заброшенный храм из камня, окруженный зелеными джунглями. В храме холодно и спокойно, много веков сюда никто не заходил. Но эта энергия молитвы и запах благовоний пропитали каменные стены навсегда, будто в этом храме время остановилось. Этот аромат очень-очень темный. Доминирующие ноты здесь ладан, алибанум и сладковатая мирра. Но все время на фоне слышны яркие зеленые ноты и темная эфирно-масличная древесина. На бумаге и на волосах этот аромат холодный, но на коже он будто оживает, и в нем появляются теплые нюансы и приятный морской оттенок китовой амбры, который на блотере практически неуловим. Этот аромат очень красивый, с выраженной сладостью, и мне кажется, что всем любителям смол в парфюмерии обязательно стоит его попробовать.
Следующий аромат называется Forbidden, запрещенный, и это очень необычный аромат, потому что он составлен из экстрактов тех натуральных веществ, которые когда-либо в истории были запрещены. В основном из растений, но также, например, из грибов, некоторые из которых обладают эффектами афродизиака, другие обладают наркотическим эффектом. Но, конечно же, это не касается самого аромата, это касается только самих растений. В составе этого аромата экстракты грибов, дамианы, каннабиса, туберозы и полыни. В общем, этот аромат туберозно-зеленый, сладковатый и очень пудровый. Он медовый, прохладный и достаточно тяжелый, как и большинство белоцветочных ароматов. Если вы плохо различаете ноты и в основном воспринимаете ароматы как один большой цельный аккорд, то, возможно, этот аромат покажется вам похожим на аромат незажженных аромапалочек из индийского магазина. Но во время того, как он изменяется во времени, это чувство постепенно уходит. И Forbidden превращается в туберозно-древесный аромат, как мне кажется, с нотой, может быть, сандала. Безусловно, индийские благовония — это лучшее общее описание для этого аромата. К сожалению, как мне кажется, у большинства людей это негативная ассоциация, но несмотря на это сходство, Forbidden пахнет дорого и роскошно, и это один из моих фаворитов из всех этих ароматов. Последний аромат называется Матрона, и это одно из названий экзотического земляничного дерева, о котором я тоже раньше никогда не слышала. Экстракт ягод этого дерева входит в состав этого аромата. Но основное направление этого аромата лавандовое, причем лаванда здесь пахнет сушеными цветами, а не свежими и не эфирным маслом, но аромат очень-очень интенсивный. Этот запах очень сухой, и это только подчеркивается базой. Здесь ветивер, кедр, и их слышно с самого начала до самого конца звучания аромата. Я не знаю, как пахнут ягоды земляничного дерева, но в этой композиции есть заметная сладковато-цветочная нота, которая, впрочем, не влияет на общий лавандовый характер композиции, но мне кажется, ее сложно не заметить. На коже практически сразу, а на бумаге через полчаса-час этот аромат становится более зеленым и древесным, в то время как в старте это практически чистый, яркий цветок лаванды. Вообще, конечно, ароматы The House of Matriarch — это роскошь, это безумная роскошь, но когда держишь эти ароматы в руках, сразу же становится понятно, почему они столько стоят. Эти ароматы нереально насыщенные и яркие, но они обладают свойствами натуральной парфюмерии именно в смысле стойкости, то есть они либо стойкие, либо у них большой шлейф. Это обусловлено свойствами натуральных ингредиентов, и эту особенность ни в коем случае нельзя назвать недостатком, но она присуща всем ароматам The House of Matriarch, наверное, как и большинство других натуральных ароматов. Что мне показалось необычным для натуральной парфюмерии, так это то, что эти ароматы бесцветные, и я заметила, что на бумаге они не оставляют пятен. Но это все равно не значит, что стоит распылять их на одежду. Но все-таки для того, чтобы насладиться этими ароматами, мне кажется, нужно понимать этот парфюмерный язык и нужно хотеть так пахнуть. В противном случае они могут оказаться слишком сложными для восприятия. Большинство ароматов марки как раз и есть такой тяжелой артиллерией, поэтому если вы не уверены в своих вкусах, то я бы посоветовала начать знакомство с ароматами этой марки с Trillium и Coco Blanc для женщин, и с Black No. 1 и Albatros для мужчин. Конечно, если вам близка тема этих ароматов, но мне кажется, что именно они понравятся гораздо большему количеству людей, чем остальные ароматы The House of Matriarch.
А лично мои фавориты среди всех этих ароматов — это Sex Magic, Orca и Forbidden. Хотя, в принципе, среди всей линейки нет таких ароматов, которые я бы не захотела носить. А теперь небольшой сюрприз для моих подписчиков. До 5 июля в моем инстаграме будет проходить розыгрыш точно такого же комплекта пробников House of Matriarch. Ссылку на розыгрыш я оставлю внизу под видео. И еще один сюрприз. С этого дня в интернет-магазине House of Matriarch действует скидка 33% на всю вашу покупку с купоном Анисия. Код купона можно скопировать внизу под этим видео. Я надеюсь, что вам понравился мой обзор ароматов The House of Matriarch. Если да, пожалуйста, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал и оставляйте под этим видео свои комментарии. Расскажите мне, какую натуральную парфюмерию вы пробовали, что бы вы хотели попробовать из линейки The House of Matriarch. А пока что я желаю вам прекрасного дня, самых лучших ароматов и всего наилучшего. Пока!